Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Кто меня давно смотрит, знает, что у меня целый мешок обрезков бязи черной. Я вот сшила между собой кусочки, так, чтобы у меня получились прямоугольники. Верхний прямоугольник у меня 55 на 35. Ну, а внизу я положила холстопрошивное полотно и опять сшитый прямоугольник из кусочков бязи. И скрепляю этот сэндвич между собой простыми английскими булавками. Я буду сегодня стягать. После того, как у меня все 3 слоя соединены между собой, я уже могу эту заготовку переносить, кантовать, как захочу. И я иду с ней к машинке, к швейной. Буду стягать с помощью вот такой вот лапки. Называется лапка для свободно ходовой стежки. Ну или для штопки ее еще называют. Нитки буду использовать вот обычные, самые разные у меня. Но в основном они сороковка и там, по-моему, полиэстер состав. Но я даже не смотрела. Купила самые недорогие. Но там разные, из разных покупок, поэтому я даже сама не знаю, я просто выбирала цветам. А тем временем я меняю лапку обычную свою на вот такую лапку для свободной ходовой стежки. И я вам показываю прям подробно, потому что многие даже не знают, с какой стороны к ней подойти. Вот закручиваю винтик там, и вот эта вот железячка, такая палочка, должна сверху вот винтика, который мы иголку прикручиваем. Все, здесь больше нет никаких хитростей. Вот надели, сняли предыдущую с лапкодержателем вместе и прикрутили вот такую. Еще есть момент, я для новичков говорю, те, кто давно шьют, они знают. Вот такой рычажок, которым мы опускаем зубчики вот эти, называется верхний транспортер. Они опускаются вниз, и они нам не будут мешать двигать ткань. У кого нет такого рычажка, значит в комплекте к машинке есть пластина специальная, которой накрываются эти зубчики. Почему нам не нужны вот эти вот, не нужен верхний транспортер? Потому что мы ткань двигаем сами, своими руками. И здесь, конечно, очень большое значение имеет навык, насколько вы часто стягаете, пробуете стягать, практикуете это дело, настолько у вас будет лучше навык, и у вас все будет лучше получаться. Я, если честно, стягаю не часто, поэтому у меня почти всегда в первый раз, как в первый раз в первый класс. Вот. Но я стараюсь хотя бы время от времени этим заниматься и свой навык немножечко поддерживать, хотя бы в новичковом уровне, а не совсем в нулевом. Мне часто в комментариях пишут, что вот и лапку купила, а вот боюсь стягать. Но на самом деле, девочки, ну а чего бояться? Вот что, вот надо подумать просто, а что может случиться, если вы вдруг начнете, попробуете стягать? Ну, ничего такого не произойдет, если даже у вас не получится, но в другой раз получится. Это же как бы дело наживное, не сразу все получается. Поэтому я для себя, например, поняла, вот этот вот рисунок, он очень подходит для новичков, то, что я стягаю. Это не я придумала, я увидела картинку в интернете, но там даже не было написано, кто автор, чья это работа. Я просто стараюсь повторить то, что увидела. Я просто поняла, что для новичков в стягании это очень подходящий рисунок. Его несложно делать. Даже если, ну тут единственная сложность, что надо постоянно менять цвет ниток, потому что вот эти листочки все, они у меня одна веточка одного цвета, другая другого, один цвет в другой переходит. И поэтому тратится время на замену ниток, на завязывание узелков. И если даже что-то случится у вас, вот как у меня сейчас, вот сломалась иголка, видите, кончик там у меня. Ну, ничего страшного, поменяла иголку и дальше строчу. Ну, бывает. У меня, например, на этих заготовках же швы есть. Ну, может, на шов попало как-то неудачно. Может, я как-то дернула не так ткань. Ну что может еще произойти? Ну, вообще же не получится вообще, чтобы не стягала машинка. В зависимости от толщины заготовки надо отрегулировать натяжение верхней нитки. Иголку подобрать, да, вот, в зависимости тоже от толщины ниток она подбирается и от толщины заготовки. У меня, кстати, здесь универсальная иголка номер
номер 90. Та сломалась, но я другую поставила, и ничего страшного. Какие-то возникают иногда непонятно, неизвестно от чего все перестало вдруг работать, но заново вложили нитку, все проверили и начинает опять шить. Что-то, ну, машинка закозлила, как говорится. Закозлить, кстати, она может. Посмотрите, вот, когда шьешь, стягаешь вот, какие-то такие плотные заготовки, плюс, допустим, фланель шьете или джинсу, очень часто забивается вот машинка вот этим всяким пушком таким. У меня однажды, я в ремонт относила, когда вот самые первые там 3 месяца, когда я начинала шить, только даже другая машинка была еще, даже не Джанаме, а просто какая-то, не знаю, советская еще. И она у меня вообще вдруг перестала шить, и все. И я думаю, а что такое? Ну, повезла в ремонт. А она у меня полностью вот этим всем пухом, весь механизм забит был, потому что я не чистила ее, я не знала, что ее надо чистить, смазывать, и что-то еще делать. И в результате вот этот вот пушок, вроде он легенький, а он у меня, я тогда мебельные образцы шила, и он у меня забил полностью весь механизм. Чтобы такого не произошло, чтобы машинка шила, чтобы никакие посторонние предметы не попадали в механизм, надо чистить иногда. Я вот использую кисточку. Здесь вот смотрите, тоже от меня не зависело, просто качество ниток такое дерьмовое. Появились вот такие какие-то узелки на нитках, машинка перестала шить. После того, как я эти узелки срезала, перезаложила нитку, все нормально, опять стала шить. Просто иногда не от нас даже зависит, а мы все на свой счет принимаем. Не бойтесь. Вот у меня все, я сделала. Я, конечно, предварительно вот таким вот карандашом рисовала себе рисунок, чтобы не думать, куда мне стягать. Не могу сказать, что я прям вот ровно по этому рисунку, по всем этим линиям шила, но примерно, ориентировочно я подписывала. Видите, желтый, красный, зеленый, где у меня какая веточка будет. Вот. И теперь я уже могу прогладить утюгом, потому что этот карандаш при нагревании исчезает. И я проглаживаю, все убираю, мне уже все, ничего, эти надписи не нужны, буковки и рисунки. И все, у меня все уже готово. Вообще очень симпатичная получается стежка, хотя она не сложная совсем. Смотрите, какая красота получилась вообще. Ну, конечно, мне пришлось несколько часов потратить, просидеть за машинкой. Меня, конечно, больше всего раздражает завязывание, продергивание ниток наизнанку и завязывание узелков. Но, кстати, если бы я выбирала цвет ниток на шпульку нижних ниток такого же цвета, как и сверху, то у меня бы получилась вообще двухсторонняя стежка, и эти узелки бы они не были бы видны, разноцветные на черном фоне. И было бы очень даже интересно. Но мне зачем двухсторонняя стежка? Это так. Все-таки цветные нитки, пусть у меня будут разных цветов. А черные я все-таки прикуплю еще. Кстати, черных у меня 3 шпульки ушло на эту заготовку. В результате получилось 54 на 34 сантиметра заготовка. И что с ней делать, я не знаю. Я вообще изначально думала, ну, может быть, с такими размерами хорошо получится клатч. Но я, если честно, клатч не ношу. Поэтому мне он не нужен. А так вот можно было бы вот так вот этот клапан получается. Уголки можно было бы закруглить сбоку. Вот как раз у меня там получается, видите, рисунок удачно. Я уголки не вышивала. Ну, так вот как-то сделать и зашить по швам, там как-то обработать это все дело косой бейкой, и можно клатч сделать. Но я не буду делать, я пока отложу эту заготовку до лучших времен, может быть, что-то другое в голову придет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, пишите ваши комментарии, я их очень жду. Подписывайтесь, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.